Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 3 февраля. Поговорим о церковном календаре, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Итак, друзья, все далее подробно. Итак, начнем с церковного календаря. Итак, друзья, православная церковь 3 февраля чтит память святого Максима Исповедника, который родился около 580 года в Константинополе. Получив отличное образование от благородных родителей, Максим вступил в советники при императоре Ираклии. Однако, обнаружив, что император и его окружение придерживаются ереси монофилитов, Максим решает покинуть двор и принимает монашество в Хрисопольском монастыре. Позднее он становится настоятелем этого монастыря и заслуживает репутацию строгого защитника православия. Максим становится известным богословом и основным противником монофилизма, успешно опровергая еретические учения. За свою активную защиту в православии Максим подвергается гонениям. Его неоднократно отправляли в ссылку, и в 653 году его арестовывают, подвергают мучениям и отправляют на Кавказ в заточение, где он умирает в 662 году. Также 3 февраля почитается Максим Грек, который приехал на Русь из Ватопедского монастыря на Афоне в 1518 году. Он был писателем, публицистом, филологом и переводчиком. Максим Грек оставил богатое литературное наследие, включая публицистические статьи, проповеди, переводы и работы по грамматике и философии. В XVII веке он был канонизирован как местно чтимый святой, а в 1998 году прошло общецерковное прославление на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Если в вашей жизни есть тот человек, кого вы цените и любите, то знайте, что именно в этот день, 3 февраля, молитва к святому Максиму может стать источником поддержки и утешения. В этот день многие обращаются к святому с мольбой о защите и благословении для своих близких. Многие люди верят в этот день в особую силу молитвы. Девушки, выходящие замуж, сироты и обездоленные люди могут найти сегодня поддержку и утешение в молитве также к святому Максиму. И даже говорили о том, что молитва в этот день обладает особым воздействием на судьбу тех, за кого молятся. Мы вам, девочки и мальчики, оставим молитву за дорогого человека, святому Максиму. Обязательно в описании мы ее оставим, обязательно ее прочитайте хотя бы один раз. Ну, а 3 февраля в народном календаре этот день был известен как Максим Исповедник, Максим Утешитель или Максимов день. Народ прозвал Максима Утешителем, считая, что он помогает людям в трудные моменты и является заступником за вдов и сирот. В этот день традиционно вспоминали всех, кто когда-либо приходил на помощь, и старались отблагодарить их. Конечно же, в этот день особое внимание уделялось благополучию семьи. Супруги в этот день выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали с деревьев иней. В этот момент обязательно говорили такие слова, что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу, подчеркивая тем самым важность единства и крепости семейных уз. Также в этот день было принято молиться о благосостоянии и защите всех членов семьи. Вспоминая Максима Утешителя, люди стремились приумножить в этот день добрые поступки в своей жизни, проявляя заботу и внимание к окружающим людям. Как вы знаете, в жизни каждого из нас бывают моменты, когда сложности и вопросы кажутся непреодолимыми.
трудности, будто пелена, окутывают наш ум, и мы ищем выход из тупика. И в таких моментах на помощь может прийти древняя мудрость, связанная с березой. Как вы знаете, это дерево, которое в народной традиции считается священным и магическим. Поэтому, когда встречаются трудности и ваше сердце наполняется тревогой, идите к березе. Найдите ту березу, которая вам на интуитивном уровне покажется, что это та ваша береза. Прислонитесь к ее стволу и расскажите ей о своих проблемах. И в этот момент береза станет вашим доверенным советником. И именно древесина обладает способностью воспринимать человеческие эмоции и трудности. После того, как вы поделитесь своими мыслями с березой, пройдите путь от нее до вашего дома. И в этой вот такой вот практике, вы знаете, не в течение пару дней придет нужное решение, при этом придет само собой. И очень важно то, что мы с вами часто сталкиваемся с различными планами, ожиданиями, неосуществившаяся встреча, которая кажется вам разочарованием, вы знаете, может быть благословением. И если в этот день, 3 февраля, у вас назначенная встреча не состоялась, это говорит о том, что Бог отвел от вас те трудности и несчастья, которые могли бы прийти вместе с этой встречей. Так что подумайте. Также в этот день наши предки уделяли внимание народным приметам касательно погоде. Если в этот день наблюдается ясная и солнечная погода, это считалось предвестием ранней весны. Люди всегда, во все времена обращали особое внимание на природные знаки, чтобы предугадать приближение тепла. Если в этот день ясная заря на утреннем небе, может говорить о предстоящем морозе. Такая народная примета напоминает нам о сохраняющейся зиме и холодах. А вот если день погожий, 3 февраля, это считается благоприятным знаком для предстоящей весны. Согласно преданию, хорошая погода в этот день – это предвестник приятных весенних дней. Если 3 февраля день будет прохладный и сухой, считается, что это предвестник теплого августа. Такие признаки помогают людям делать предположения о погоде в будущем. И, конечно же, на явления на небесах также обращали внимание. Затуманенный светлый месяц, поднявшийся из-за облака, ассоциировался с хорошим урожаем зерна. Напротив, ясное небо при восходе луны предвещало, что следующий год может быть менее плодородным. Люди, рожденные 3 февраля, обладают особым чувством ценности семейного уюта. Их характер и предпочтения определяются уникальными чертами, которые делают их заботливыми и любящими членами семьи. Люди, рожденные в этот день, 3 февраля, придают огромное значение семейным отношениям. Они стремятся создать уют и тепло в доме, делая его настоящим убежищем для своих близких. И забота и любовь к близким людям – это важные черты таких людей, которые родились именно 3 февраля. Они готовы дать свою поддержку, понимание и заботу своим родным, делая их окружение более радостным. Кроме того, обращаем ваше внимание, что именно камнями-талисманами для людей, рожденных 3 февраля, являются лазурит и хризопрас. Лазурит – это камень, который ассоциируется с духовным ростом и покоем, поэтому люди, которые родились 3 февраля, могут находить в лазурите вдохновение для развития своей души и поддержания гармонии в отношениях. А вот хризопрас – это камень, который символизирует любовь и благополучие. Он помогает создать энергию доверия и умиротворения в отношениях, делая семейную жизнь более насыщенной и полной радости. Также обращаем ваше внимание, что в ночь на 3 февраля сны считаются особыми, потому что именно сновидения становятся особенно значимыми и предсказательными. Поэтому в этот период вы можете обратиться к миру сновидений с вопросами и даже получить загадочные ответы на проблемы, которые беспокоят вас.
Как вы знаете, 3 февраля, известный как День Максима Утешителя, несет в себе древние традиции и народные приметы, которые до сих пор сохраняют свою актуальность. И в этот день, согласно народным верованиям, особенно важны семейные ценности и проявление заботы о близких. Одной из традиций этого дня было выходить во двор, держась за руки и вместе стряхивать иней с деревьев. Этот обряд символизировал семейное единство, счастье и взаимопонимание. Люди верили, что такое действие привлечет в дом благополучие и радость. Если незамужняя девушка в этот день поделится с кем-то хлебом, то, согласно преданию, в ее жизни скоро появится достойный жених. Этот обычай символизирует доброту, щедрость и привлекательность для потенциальных женихов. Кроме того, в день Максима Утешителя принято было добрым словом вспоминать людей, которые когда-то пришли вам на помощь. Это время для благодарности и молитв о заступничестве святого Максима Исповедника. Особенно перед ним молились вдовы и сироты, искали утешения и защиты в своей судьбе. Эти традиции напоминают нам о важности семейных связей, доброты и заботы друг о друге. В День Максима Утешителя каждый человек может нести свой вклад в сохранение этих древних обычаев, делая мир вокруг себя теплее и дружелюбнее. Что же было нельзя делать 3 февраля по народным приметам, традициям и обычаям? Вы знаете, День Максима Утешителя считается временем, когда важно следить за своим поведением и избегать действий, которые, согласно народным приметам, могут привести к негативным последствиям. Поэтому главная запретная вещь в этот день, 3 февраля, это ругаться и спорить в доме. Народная примета говорит, что такие конфликты могут привлечь нечистые силы, создавая негативную атмосферу и наводя страх на членов семьи. Поэтому важно было сохранять гармонию и избегать выяснения отношений. Как вы знаете, святой Максим славился своей бескорыстной помощью бедным и нуждающимся. Поэтому в этот день, 3 февраля, будьте готовы помогать. Отказ в помощи в этот день, согласно народным приметам, может повлечь за собой негативные последствия. Будьте открытыми для оказания помощи, особенно тем, кто в этом действительно нуждается. Кроме того, уважайте в этот день чувства других. Этот день напоминает о важности уважения чувств окружающих. Игнорирование чужих переживаний может привести к серьезным проблемам. Поэтому будьте внимательны к чувствам близких и окружающих людей, несмотря на собственные заботы. Максима в день важно поднимать настроение тем, кто в этом нуждается, поэтому избегайте смеха над бедами и разочарованиями детей и не игнорируйте звонки близких и друзей, которые хотят поделиться, возможно, своими радостями или печалями. Но помните, что создание положительной атмосферы поможет избежать любых негативных последствий. Кроме того, в этот день особое внимание стоит уделить отношениям с любимым человеком. Согласно народной примете, проявление гнева и недовольства может привести к временной утрате семейного счастья. Прощение и понимание помогут укрепить близкие отношения. Хозяйки дома в Максимов день приглашались приготовить пироги с различными начинками, и нужно было угостить не только членов семьи, но и соседей, прохожих, а также нуждающихся. Считается, что именно это поможет избежать голода и нищеты в доме. Обмен добром с окружающими людьми создаст благоприятную энергию вокруг семьи. Согласно старинным народным приметам, в этот день не рекомендуется давать взаймы соль. По народному преданию это может означать, что вместе с солью хозяйка отдает частицу своего семейного счастья и благополучия. Подобные жесты следует избегать для того, чтобы сохранить домашнюю гармонию. Кроме того, в этот день особенно важно быть внимательным к звонкам, сообщениям и просьбам в общении. Игнорирование контактов с окружающими людьми может привести к проблемам в личных и в профессиональных отношениях. Будьте открытыми сегодня для общения и готовыми поддержать тех, кто обращается к вам.
Кроме того, очень важно, чтобы вы бережливо относились сегодня к гостям и к членам семьи, представляя и угощая их вкусными угощениями. Пренебрежение этим правилом может привести к голоду в доме. Как говорится, хорошая еда – это путь к заботе о близких и гармонии в семье. Также сегодня ни в коем случае не смейтесь над неудачами. Судьба не всегда бывает благосклонной, и насмешки над неудачами других людей могут вам вернуться бумерангом. 3 февраля избегайте высмеивания чужих трудностей. В противном случае вы можете столкнуться с собственными трудностями в будущем. Поэтому следуйте этим рекомендациям, и таким образом вы сможете привлечь в свою жизнь и изобилие, и достаток, и благополучие. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Друзья, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, отправить нам денежку, донат. Друзья, в описании есть ссылка на донат, так и написано, благодарность можно выразить по ссылке. Обязательно нажимайте, любая сумма нам будет приятна. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне получше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.